Не стоит доверять человеку, который позволил себе причинить боль живому существу. Он способен на гораздо более жестокие вещи. Это история о собаке, которую пытались дважды отравить. В Самаре трехлапую собаку мучили живодеры, но она снова верит людям. В приют позвонили жители мехзавода. Они рассказали о бедной собаке, которую хотят усыпить, и слезно просили забрать ее из отлова. Тогда-то и встретились Владимир и Белка. Владимир рассказывает, что собака была в диком стрессе. Она рычала, но, что удивительно, не кусалась. Владимир накинул на нее поводок, но она начала его перегрызать так, что прокусила себе щеку. В итоге он завернул ее в ткань и привез в приют. Собака была так напугана, что спряталась в ванной. Она прогрызла дыру в корзине для грязного белья и поселилась там. Полгода она не хотела оттуда выходить. Волонтеры вынесли еду и воду в коридор, чтобы Белка вышла из ванны. Это сработало, и ночами она стала выбираться наружу, но от любого постороннего звука тряслась всем телом. Прошел год, Белка была все так же, никому не доверяла и всего боялась. Владимир старался общаться с Белкой чаще, чтобы она привыкла к людям. И вдруг однажды, это было лето 2015 года, Владимир зашел в приют по делам, и она встретила его громким лаем. Она радовалась ему. В это сложно было поверить. Владимир сразу же забрал пса к себе домой. Жители мехзавода рассказали о Белке. У них жила целая собачья семья. Все жители кормили их и были к ним добры. Людям собаки всегда доверяли, но однажды собак отравили. Им принесли отравленную еду, но одна белка не стала ее есть и выжила. Такой поступок совершили дважды. Дважды погибло много собак. Белке удалось выжить. Сначала она была счастливым дворовым щенком, но однажды она пропала. Ее не было 3 месяца. Ее состояние было крайне тяжелым, когда ее нашли. Даже мужчины при виде ее не могли сдержать слез. Она хромала и к людям не подходила, всех боялась. Когда Белку удалось доставить в приют, ей сделали рентген и обнаружили, что несколько месяцев она ходила с осколками пули, которые раздробили ей кость. Спасти лапу не удалось, но сегодня Белке это совершенно не мешает. Слава Богу, все закончилось хорошо. Сейчас ее любимое занятие – гулять. Хозяин гуляет с ней часами, ее очень сложно заманить домой. Белка любит играть с мягкими игрушками, правда долго эти игрушки не живут. Она любит вареное легкое, и хозяин балует ее вкусной едой. Немного суматохи в их жизнь вносит кот Шурум-Бурум. Его Владимир взял на реабилитацию после аварии. У него были парализованы задние лапы, но их можно было разработать. Когда лапы понемногу начали работать, для него это было сравнимо с появившейся возможностью летать. Он так радовался, прыгал и носился, что вернуть его уже не могли, и Владимир оставил его у себя дома. Белка и Шурум-Бурум друг друга не особенно любят, но сходятся в том, что с хозяином им здорово повезло. Вот такая история с хорошим концом. А мы хотим призвать вас к тому, чтобы вы не проходили мимо животных, если видите, что у них случилась беда. Помогайте им, будьте добрее. Всем большое спасибо за просмотр. До скорой встречи!